Грязные танцы, Dirty Dancing. Американская мелодрама 1987 года с участием Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей, повествующая о знакомстве двух молодых людей из разных социальных слоев. Картина изначально задумывалась как малобюджетная, себестоимость $6 миллионов, однако попала в число рекордсменов проката далеко за пределами Америки, в итоге превзойдя свой бюджет почти в 36 раз, достигнув полновесных 213 миллионов. «Грязные танцы» стали первым фильмом для домашнего просмотра, копии которого купили в количестве около полумиллиона. Появился этот фильм благодаря кассовому успеху ленты «Танец Вспышка» 1983 года, который показал, что фильмы про танцы могут быть не только мюзиклами. Эмиль Ардолино согласился занять режиссерское кресло только тогда, когда убедился в том, что Суэйзи и Грей действительно смогут танцевать сами. Саундтрек к фильму получил статус платинового, а композиция «The Time of My Life» получила Оскар и Золотой глобус в номинации «Лучшая песня», а также премию Грэмми за лучший дуэт. Был снят приквел «Грязные танцы 2. Гаванские ночи», а также поставлен мюзикл «Грязные танцы». В фильме «Грязные танцы» снимались Патрик Суэйзи в роли танцора Джонни Кастла, Дженнифер Грей сыграла Бэби Фрэнсис Хаусман, Джерри Арбах, Джейк Хаусман, отец Бэби, Джейн Брукер, Лиза Хаусман, сестра Бэби, Джек Уэстон, Макс Келлерман, хозяин пансионата, Синтия Родис, Пенни Джонсон, партнерша Джонни Кастла по танцам. Летом 1963 года 17-летняя Фрэнсис Хаусман по прозвищу Бэби, ее играет Дженнифер Грей, невинная девушка из обеспеченной семьи, проводит каникулы с родителями в пансионате Макса Келлермана. Она знакомится с Джонни Кастлом в исполнении Патрика Суэйзи, красивым профессиональным танцором, искушенным в вопросах жизни и любви. Словно околдованная сексуальными ритмами и ничем не сдерживаемыми движениями грязных танцев в стиле ритм энд блюз, Бэби становится ученицей-партнершей Джонни и в танцах, и в любви. Когда партнерша Джонни, Пенни, вынуждена сделать аборт, забеременев от официанта Робби, и не может выступать на одном из вечеров, Джонни встает перед выбором потерять работу или же выучить за минимальное время новую партнершу. На помощь приходит Бэби, которая самоотверженно предлагает себя в качестве его партнерши. Спустя несколько дней упорных репетиций Джонни и Бэби выступают в соседнем отеле. Бэби приходится скрывать свою привязанность к представителю низшего класса перед интеллигентными родителями, людьми, дорожащими своей репутацией и желающими своей дочери Фрэнсис достойную пару. Но она ничего не может поделать со своими чувствами и тайно встречается с харизматичным танцором. Однако обстоятельства складываются так, что ей приходится рассказать родителям, а заодно и владельцу пансионата, об отношениях с Джонни, и его увольняют. Но вопреки запрету он возвращается в заключительный вечер и прерывает скучную и унылую программу для того, чтобы танцевать последний танец с Бэби. После короткой речи Джонни и Бэби с триумфом исполняют танец под песню Ivy Head, The Time of My Life и заканчивают его поддержкой, которая прежде Бэби не удавалась. В итоге отец признает, что он был неправ относительно Джонни, считая его ответственным за аборт Пенни, и перестает сердиться на дочь. Скучный вечер превращается в праздник, где гости и персонал вместе танцуют под песню The Time of My Life. Когда снимали последний танец Джонни и Бэби, Патрик Суэйзи неудачно приземлился после прыжка со сцены в зал и повредил колено, однако продолжал танцевать, чтобы не портить удачный дубль. Режиссер восхищался выражением мрачной решимости на лице актера, не догадываясь, что тот еле дышит от боли. Сценарий фильма в значительной степени основан на истории из жизни самого сценариста «Грязных танцев» Эленор Бёркстин. Она в свое время провела лето со своей семьей в пансионе Catskills, участвовала в соревнованиях по грязным танцам, и все вокруг называли ее Бэби. Эленор закончила сценарий фильма про танцы в 1985 году. Основное действие она перенесла в 1963 год. Неожиданному для всех успеху фильма способствовала ностальгия многих людей, где бы они ни находились, по безвозвратно ушедшей эпохе иллюзий и надежд начала 60-х годов. Знаменательно точное определение времени и действия летом 1963 года, за несколько месяцев до убийства Джона Кеннеди и еще до триумфального завоевания Америки группой Beatles. Характер Бэби был списан с самой Бёркстин, а прототипом Джонни стал Майкл Террас, учитель танцев из Catskills, которого автор сценария повстречала в пансионате при написании сценария. В качестве хореографа Бёркстин выбрала Кенни Артига, который был учеником легендарного танцовщика Джина Келли. Декораций, подходящих под Catskills, не нашлось, поэтому авторы решили снимать в двух местах – на озере Лейк-Люр в Северной Каролине и на озере Маунтин-Лейк в штате Вирджиния. Съемки картины начались 5 сентября
а закончились 27 октября 1986 года. Секрет успеха фильма «Грязные танцы» в том, что в каждом из нас живет танцор, говорит Эленор Бергштайн. Каждый из нас хочет научиться танцевать за 10 дней, как это сделала Бэби. А фильм заставляет поверить, что такое возможно. И я, как бывшая танцовщица, подтверждаю, что такое возможно, если сильно захотеть. На протяжении всего фильма Джонни и Бэби постоянно носят очень контрастные цвета, она в светлых тонах, а он в очень темных. Исполнителям главных ролей в фильме, 17-летней Бэби и юноше Джонни, на самом деле было 27 и 35 лет. Танец, который Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей исполняли в любовной сцене, фактически был их танцем с кинопроб и, в общем-то, не планировался быть включенным в фильм. Цитата фильма «Никто не должен загонять Бэби в угол» заняла 98 место из 100 в рейтинге знаменитых киноцитат Американского института кино. За плечами у Патрика Суэйзи уже было несколько ролей, но на пробах к другим фильмам его все еще воспринимали не как актера, а как вышедшего в тираж из-за травм танцовщика. Пробы к «Грязным танцам» стали единственными, где балетное прошлое помогло, а не помешало ему получить роль. Патрика Суэйзи пришлось долго убеждать согласиться играть в фильме вместе с Дженнифер Грей. Все из-за фильма «Красный рассвет» 1984 года, в котором актеры снимались вместе и так и не нашли общего языка. Дженнифер Грей, дочь бродвейского актера, обладала умеренной танцевальной подготовкой и необходимой для фильма нестандартной внешностью, но была на 10 лет старше героини. Поняв, что режиссер вот-вот дисквалифицирует ее, Дженнифер попросила дать ей 5 минут на превращение в девушку-подростка, и ровно через 5 минут получила роль. Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей постоянно ругались и критиковали друг друга. Все это очень беспокоило режиссера Эмиля Ардолино, который не мог поверить, что те идеальные тесты, которые выдали на прослушиваниях Суэйзи и Грей, по итогу превратились в этот ужас с полностью отсутствующей химией. Через пару недель после начала съемок Ардолино с продюсером фильма пригласили Суэйзи и Грей на разговор, где тем продемонстрировали записи тестов и то, что получалось у них на съемках. После этого дело пошло на лад, и через неделю актеры на площадке уже выглядели совершенно другими людьми. По большей части сцены репетиций Джонни и Бэби – это репетиции Патрика и Дженнифер, незаметно снятые оператором по наущению режиссера. Так в картину попал эпизод, где Джонни и Бэби ползут друг к другу через балетный класс, разогреваясь перед съемкой, актеры начали дурачиться, а Ардолино это снял. Как и Патрик Суэйзи, Дженнифер Грей после выхода фильма стала звездой и решила исполнить давнюю мечту – сделать себе хорошенький, аккуратный носик. Операция оказалась неудачной, и после коррекции актрису перестали узнавать даже хорошие знакомые. Карьера Дженнифер Грей пошла под откос. Актриса называет пластическую операцию самой ужасной ошибкой своей жизни. Приглашая ее на пробы, режиссеры ожидали увидеть Бэби, а видели усредненную голливудскую барышню, лишь отдаленно напоминающую героиню «Грязных танцев». Со временем «Грязные танцы» 1987 года заняли одно из таких мест в списках легендарных фильмов, смотреть которые нужно обязательно. Танцы, любовь, зажигательный саундтрек, ретро-атмосфера 60-х. Все это, а также отличный дуэт Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей, делают этот фильм настоящей классикой жанра романтических мелодрам. И это один из лучших фильмов о танцах, «Грязных танцах».